Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Василий Вакаров на связи прямо сейчас. Василий Дмитриевич, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Добрый день всем. Василий Дмитриевич, начнем с Абу-Даби, из переговоров. Фон, понятно, потрясный. Очередной удар по Киеву и громкие заявления о том, что хотят отрезать Киев от энергоснабжения. Ну вот, этим сопровождались эти удары. Разрушенная фабрика «Рошен», опять 6 тысяч домов без света, без тепла. В общем, это ужас, что происходит. И это все как раз-таки, когда один день переговоров закончился, и сегодня второй. Итога второго дня мы не знаем, и вряд ли узнаем досконально, потому что пятница, что суббота, переговоры в Абу-Даби в закрытом режиме полностью. Но Reuters как-то прознали, да, о том, что первый день не дал результатов, компромисса не достигнут. Исходя из той политической череды, да, событий, которые вот мы пережили на уходящей неделе, как вы оцениваете, это будет, ну, скажем так, кода этой недели, Давосского форума, заявлений, разного рода, скажем так, политических комбинаций, которые проворачивает там Трамп, Зеленский, Путин, и то сыграл красиво в политику, говорит: миллиард, да, вон возьмите из замороженных активов. Лукашенко, который чуть ли не первый в Совет мира вскочил. То есть мы имеем очень насыщенную неделю. Но выхлоп в Абу-Даби вы ожидаете? И какой? Потому что у нас есть две таких метки, две таких зарубки. Первое, что нам известно, это договариваются о как раз-таки энергетическом перемирии, ну, чтобы... Непонятно, договорятся, не договорятся, чтобы Россия не била по объектам, а Украина не будет стрелять беспилотниками и посылать их по разным, ну, таким же объектам, или там нефтяным объектам, танкеры и так далее. А второй момент, он еще более острый. Это Давос нам подбросил, и то даже не сам Давос, а кулуары Давоса. Это вывод войск из Донбасса. Вот мы имеем сейчас таких две очень важных темы этих переговоров в Абу-Даби. Хоть что-то из этого намечается по вашему ощущению, анализируя уходящую неделю? Что скажете? Вы, Александр, очень четко определили три такие зарубы, или, скажем, засечки, на мой взгляд. Это энергетика, это территории и это деньги. Если по-простому, да, все идет вокруг этого. И оно было до Давоса, оно сейчас есть. И на переговорах говорят ровно об этом же. Об энергетике, о территориях и о деньгах. Когда в августе 2025 года в Анкоридже встретились Путин и Трамп, по крайней мере, мне очень многие источники говорили после того, или те, которые, скажем, знали, интерпретировали. Но вот суть сводилась вот в чем. Трамп приехал на встречу с предложением для Путина в Анкоридже, президент Соединенных Штатов Америки, приехал с предложением. И советники Трампа говорили, что сделая этот ход, Путин точно откажется, и тогда у нас будет повод его давить. А президент России сделал ровно наоборот. Он сказал: да, я согласен на ваши предложения. Чем поверг самого Трампа и его уже делегацию в непростую ситуацию. И на выходе получилось то, что президенты Трамп и Путин договорились. Они договорились о каком-то компромиссе. И после этого в России многие и до сих пор говорят о том содержании переговоров в Анкоридже и духа анкориджских соглашений. О духе говорят очень много, а вот о содержании мало. Но вот в последнее время на поверхность вылезла информация о содержании. И они, кстати, пишут и западные СМИ, интерпретируя. Но вот в чем же, собственно говоря, компромисс? И Путин неоднократно говорил, что я в Анкоридже пошел на компромисс, больше на компромисс Россия не будет идти. Все вот эти переговоры о перемирии, о заморозке и о чем что-то, вот Россия стоит вот так, знаете, как бы очень жестко, принципиально нет. Мы не уступим, потому что мы уже уступили. А вот в чем уступка?
переводе на русский язык было сказано, что Трамп взял на себя обязательство уволить Зеленского из должности президента. Или, другими словами, убрать Владимира Александровича Зеленского из переговоров, то есть сделать его не игроком. Это обязательство он должен был выполнить до 15 января этого года. В Давосе мы увидели сцену, когда Зеленский идет на переговоры, потом мы увидели, что Трамп спускается, дает, значит, интервью журналистам, но содержание самих переговоров нам неизвестно. Есть интерпретация Зеленского, мы знаем с вами, да, что Владимир Александрович после переговоров садится то ли в самолет, то ли это такая комната, где есть шумы, и он сам, Зеленский, зачитывает вопросы якобы журналистов, на них отвечает. Вот. Снова-таки я не хочу интерпретировать заявление Зеленского, но похожая ситуация логична в том, что Трамп додавил Зеленского. Он просто додавил. То есть он понятийно, на понятийном языке, на жестком языке дворовом, он начал выполнять свои обязательства. Немножко запаздывает, но начал. Да? То есть Зеленского он с игры убирает. Что значит убирает Зеленского с игры? Дело в том, что если мы обратим внимание на переговорную группу, да, там появился Буданов, я говорю с украинской стороны, там появился Арахамия, то есть совершенно новые игроки, которых раньше не было на переговорах. Я имею в виду подождите, а они игроки? Вот. Сначала давайте, вот фигуры, да, фигуры, уточню, спасибо большое, фигуры. И вот эти фигуры, один из этих фигурантов, глава офиса Зеленского Буданов, он в первый же день заседания Давоса дал пространное интервью. Давал он его на украинском языке, спокойно, и он сказал такие две фразы. Ну, несколько раз. Он сказал, хотим мы или не хотим, но с Россией нужно договариваться. Вторая фраза. Он сказал, мы 4 года говорили без России и поняли, что ничего не получилось. Поэтому Россию нужно за стол переговоров привлекать, договариваться с Россией. И третье. Он сказал, что после Давоса, через несколько дней, мы встретимся в рабочих группах там, в Эр-Рияде, в общем, одной из арабских стран, и будем продолжать контакты в трехсторонних группах. Ну, в трехсторонней группе или будут 3 стороны. Вот что сказал Буданов. Дальше мы видели политические заявления, договоренности. И сегодня, вот уже 2-й день, как вы правильно сказали, будут идти переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть логика такова, Саша, что значит, Буданов знал, договоренность была, и американцы, украинцы и россияне понимали, что как там не договорятся политики, все равно нам нужно садиться за стол, и есть несколько вариантов развития событий. И вот эта логика действий, она идет. Мы ее видим на сегодняшний день. Политики, теперь что конкретно происходит в Эр-Рияде, и какой мой прогноз? Сначала договорились политики. Договорились Трамп, Путин и Зеленский. Европа, мы видели сами, какую роль она сыграла. Но тем не менее, все высказались. И решение было принято на политическом уровне между Трампом и Зеленским, и дальше между делегацией Соединенных Штатов Америки, которая срочно прилетела в Москву, ко мне была встреча 4-часовая, мы видим, что политики договорились. И Трамп выполняет свои обязательства, Путин выполняет свои обязательства, а Зеленского заставят исполнить свои обязательства. Либо на него будут дальше давить. Вот такая картина, как бы, на мой взгляд. Что касается конкретики, ожиданий от переговоров. Знаете, 26-й год только начался, да, он такой бурный, но вот все-таки это только 1-й месяц. И вот я как-то спросил у одного из российских сначала политиков, потом лидера общественного мнения, как они думают, как они полагают. В 26-м году дело будет идти к миру или дело будет идти к войне? Оба они сказали, что дело будет идти к войне. Вот, то есть такой прогноз пессимистический. А вот мой личный, поскольку политики приняли решение, поскольку между Трампом и Путиным есть некое согласие, и Трамп его выполняет, остается дело за малым.
И вот сегодня это малое дело будут решать военные. Неспроста руководитель переговорной группы украинской Умеров сказал, что сегодня к переговорам присоединятся глава Генштаба Украины Гнатов и представитель Главного управления разведки Скибицкий. Да, при всех делах, вот в ГУРе поменялись фигуры, я имею в виду первые, а Скибицкий остался. Он и был в переговорах. О чем будут говорить военные и разведчики? Они будут говорить об одном: о выводе вооруженных сил Украины из Донбасса. Это единственный, потому что они не дипломаты, они не политики. А решение принято, им сказано: договоритесь. Как специалисты между собой будут говорить? Это что значит? Вот есть карты, я делаю первый шаг, ты делаешь второй шаг, ты делаешь шаг в ответ. В общем, приблизительно вот эта тема сегодня будет за столом переговоров. Да? Выход ВСУ из территории Донбасса. Дальше, как Россия что будет делать? Выводить, не выводить. И, значит, что там будет дальше? Буферная зона, санитарная зона, свободная экономическая зона. Но все равно, видите, зона. Какая? Это тут уже интерпретация. Но что-то с этим будет. Вот почему и Умеров, и российские СМИ, и мировые СМИ говорят о том, что вчера переговоры, скажем, были, скажем, как же там, были неуспешными, но содержательными. А сегодня сказали, никакой прессы, значит, все будет за закрытыми дверями, потому что это сверхсекретно. Любая утечка, я не хочу, знаете, там, конспирологию включать, но любая утечка может взорвать, там, скажем, общественное настроение в той, другой или третьей стране. Сторон всего две. Это Россия и Украина. США, ну, понятно, при всех их ярких, но они взяли на себя роль посредника, и они посредники. Кстати, Саша, я обратил внимание, что в составе переговорной группы Соединенных Штатов Америки, Соединенные Штаты Америки многонациональная страна, но почему-то там представители только одной этнической группы. Это так, это мои наблюдения. Это просто мои наблюдения. Никакого тут, пожалуйста, антисемитизма мне не припрессовывайте, но так удивительно, да, вот послушайте, Трамп так решил. Нет, подождите, там вроде как Дрискал тоже, поэтому... А вы внимательно посмотрите вот на биографию всех этих людей. Просто внимательно посмотрите. Давайте не будем акцентировать на это внимание. Почему? Потому что, собственно говоря, есть один... Ой, ладно. Есть... Нет, подождите, все очень хорошо увязывается. Вы не просто так, вы там не, скажем так, не обтанцовываете эту мысль. Мы же помним Равина. Все же помнят Конечно. Равина. И тоже там фигурирует дата 15 января. Ну, то есть то, что вы сказали по поводу того, что Трамп взял обязательство устранить Зеленского от игры, отодвинуть его или уволить. Или отодвинуть, там уже как получится. Но мы видим, как получается сейчас, до 15 января. То есть, видимо, какие-то дедлайны вот эти представители этнических групп, они все-таки прописывают. Ну, если вы вспомнили Равена Днепропетровского, да, он так и говорил, до 15 января все завершится, и у нас будет прекрасный Алихайм. Мало того, он ссылался на людей, которые знают, которые принимают решения. В общем-то, да, значит, додавили вы меня, действительно, это может быть. Мы не знаем точно, но на самом деле это может быть такое. Пусть там не 15 января, пусть 25 или там, даже если это будет 5 февраля, ничего страшного. Вот. Итак, значит, переговорная группа работает, Трамп и Путин выполняют свои обязательства, Зеленский находится в том положении, в котором он есть. Но вот вы начали сегодняшний эфир с того, что что вообще происходит в Киеве? Потому что на фронтах позиция довольно-таки объективная. Я читал заявление Сырского, интервью его, да, его планы, главкома Вооруженных сил Украины. Он говорит о планах, он говорит о беспилотниках, но тем не менее, понимаете, даже в его заявлениях, когда Сырский говорит, что мы не можем выиграть войну, если все время будем находиться в позиции защиты, да, мы должны атаковать, мы должны нападать. Вот, знаете, атаковать. Я вот думаю,
Да, в 22 году осенью вооруженные силы Украины имели успех. В Харьковской области, в Херсоне реально украинская армия имела успех. В 23 году было сформированы новые бригады, да, было влито огромное количество оружия, техники, была оказана западными партнерами Украине большая помощь в этом плане. И был организован контрнаступ. Контрнаступ провалился. Дальше вооруженные силы Украины атаковали в Курской области. Вот это была операция в Курской области. То есть я говорю о самых масштабных именно с точки зрения военных кампаний, да, вот дела. Но после Курской области никаких больших атак я не видел. Мало того, я не знаю, откуда силы могут быть у вооруженных сил Украины, если Европа не дает денег, если Соединенные Штаты Америки не дают денег. Я говорю о больших деньгах, да? То есть нету помощи. Поэтому, скорее всего, Сырский говорил об атаках, ну, таких, скажем так, гораздо меньшего уровня и меньшего содержания. Купянск, мы знаем, да, объективно, что бои идут купянские с переменным успехом. Мы знаем атаки российской армии в Донецкой области. И по сути, если говорить, знаете, так, свой остаток, с военной точки зрения, есть 4 пункта в Донецкой области, вокруг которых будут идти сражения, да, и планируются сражения. Вот. И именно вот эти 4 пункта являются одним из пунктов на столе переговора, да. То есть вопрос стоит, так мы дальше будем воевать в Донецкой области? Мы будем воевать за вот эти 4 пункта, да, ну, 2 из них основных, Славянск и Краматорск. Или мы договоримся, и войны там не будет. Это первое. Теперь вы сказали, по энергетике и городу Киеву. Запорожская атомная станция была, ну, она, по крайней мере, обсуждалась. Ее статус, как будут, что будут. Уитков в Давосе сказал, что переговоры, споры идут вокруг от одного пункта. И сказал, какого. Вот, значит, Запорожская атомная станция уже более-менее предрешен вопрос. То есть Запорожской атомной станцией руководят Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация, а электроэнергия продается или поставляется и на территорию Украины, и на территорию России. Такое, наверное, да? А третий момент – деньги. Вот а по поводу денег тут самые-самые такие бои развернулись. Вы отметили, что заявление Владимира Путина о том, что Россия думает над тем, значит, становиться членом Совета мира, не становиться этой организацией, очень важный такой вопрос, геополитический, даже геостратегический. А вот Путин говорит, мы готовы рассмотреть, значит, сумму 1 миллиард долларов из тех, которые находятся под санкциями в Соединенных Штатах Америки. Это не те, которые в Европе, а вот США. Да, пожалуйста, мы можем взять и отдать, значит, в этот фонд. Но вот тут подоплека очень серьезная, Саша. Практически вот когда была встреча, ночная вот эта встреча с Уиткофом и Путиным на делегации. И не забудьте еще одного участника, познакомили с Гринбаумом. Да, это, кстати, очень важно, потому что он как раз-таки представитель вот этого вот Совета мира. Так вот, перед этим днем в Москву прилетел руководитель Палестины Аббас. И он со своей делегацией встречался с Путиным. Поэтому в России говорят так, эти деньги, вот этот миллиард, Россия готова вложить в Совет мира, и эти деньги будут направлены на восстановление Палестины. А результатом, если мы посмотрим заявление Путина и Аббаса по результатам этой встречи, да, Российская Федерация говорит о том, что однозначно должно быть создано палестинское государство. И вот этот момент, он очень важен, потому что, ну, слушайте, это позиция, во-первых, встреча с руководителями, во-вторых, значит, Россия будет направлять деньги на восстановление Палестины и Палестина как государство. Я не слышал скажем, Давосе, и вообще я не слышал от американских представителей термин такой «восстановление палестинского государства». Нету такого. И вот это противоречие, я не знаю, как оно будет, значит, разрешено, но вернемся на Украину. Господин Песков
пресс-секретарь Путина, вчера заявил, что а вот еще одна сумма, около 5 миллиардов долларов, Россия может потратить на вот то, что нас интересует. В чем у нас вот главная тема, это Донбасс. На восстановление территорий Украины, которые сейчас являются, значит, территорией России, Российской Федерации. Одним словом, Россия готова направить часть денег на восстановление Донбасса. Вот. Потом, знаете, если сюда, в эту денежную тему привлечь заявление Орбана и все то, что идет от Европейского Союза, вот эти 1,5 триллиона долларов, да, на помощь Украине, значит, ну, это очень большие цифры, и Давайте, они... смотрите, здесь нужно все, этот момент очень важен сейчас, да, потому что там на самом деле развернулась целая драма в отношениях Украины и Европы по состоянию на сейчас. Значит, смотрите, интересно, да, логика. Приезжает Зеленский, хотя не должен был ехать. Ну, не должен был. Если честно, мы, конечно, ищем большую конспирологию, но я вполне себе даже допускаю, что просто Трамп сказал, так а где Зеленский? Где? И он сорвался и поехал. То есть тут даже, ну, мелочь вот это. Ну, вот так сложились обстоятельства. Что-то стрельнуло в голове у Трампа, он как-то так не сориентировался. Это как вот это, да, там, про Сталина рассказывают эти шутки, да, о том, что давайте, ну, значит так, да, и быстренько все переделали. И тут такой момент мог быть. Но они говорят, есть данные, что, ну, опять, предположение, данные, или сливы, или инсайдерская информация, что было 2 речи у Зеленского. Одна плюс-минус, ну, такая удобоваримая, а вторая вот то, что он прочитал. Он разносит Европу. Делает это специально, делает это картинно, делает это нарочито, и он в процессе разноса этой Европы кусает Орбана. Больно кусает Орбана. Причем некоторые недоумевают, подожди, какой Виктор, за какие европейские деньги живет? То есть о чем речь вообще? Это Венгрия страна, у нее есть экономика, они в отношениях с Еврокомиссией и очень таких напряженных финансовых, Да. потому что, ну, вы понимаете, то есть да, налоги, производство, это Зеленский живет за европейские деньги, не Орбан. И дальше понеслась. Орбан выходит в прессу, Орбан выходит в свои соцсети, говорит, что есть план взять Украину в ЕС, но на птичьих правах. Смотрите, Саша, вы великолепный журналист и понимаете, что такое пиар, что такое раскрутка темы. Я не знаю, согласитесь ли вы со мной, но по 2025 году, на мой взгляд, главным пиарщиком мира стал Трамп. То, что он творит, то, что он говорит сегодня утром одно, вечером другое, он главный ньюсмейкер. Ну, согласитесь хотя бы с этим. То есть все говорят, Трамп сказал, и дальше от этого. Поэтому даже то, что Трамп вот летел в Давос, у него самолет сломался. То есть, понимаете, мы все обсуждаем то, что находится в информационном поле, а сущность, она как бы вторична. Ну, так она есть. До него, до Трампа, главным ньюсмейкером, по крайней мере, так считалось в части мира, в одной из частей мира, был Зеленский. И вот в 2025 году, как только Трамп стал президентом, они столкнулись. Да? Искрит у них и будет искрить. Я не говорю о Зеленском, я говорю о команде. Да? О команде Зеленского. И вот это вот пафос. Зеленский в Киеве вместе со своим народом. Он сидит в комнате без света, проводит совещания. Ну, это, понимаете, это работа пиарщиков. И дальше, значит, Трамп сказал, где тут Зеленский, все, мгновенно, значит, все обсуждают, как быстро Зеленский долетит, не долетит. Речь Зеленского, вот это важно. Речь Зеленского, он начал со слов, вы все видели великолепный американский фильм «День сурка». Там с главными ролями вот этим. И вот, ну, я напоминаю нашим зрителям, если кто-то не знает, в этом фильме главный герой попадает в петлю времени. То есть у него все время на календаре 2 февраля. И он сходит с ума или не сходит с ума.
А сначала делает какие-то проступки там хулиганские, даже преступные. Потом он влюбляется в девушку. В общем, тем не менее, это фильм вот о петле времени. И Зеленский объявляет, он говорит европейцам, что вы находитесь в петле времени. Я, Саша, когда я вот это слушал, я взял паузу и отключился. Почему? Потому что это речь актера, это речь не руководителя страны. Это речь написанная, да, вот сюжет такой-то, такой-то, дальше ты, и вот он пошел именно на этой речи, да. То есть это не человек, который представляет страну Украину. Это актер, которому режиссеры написали, и он по этому сценарию работает. Все. Дальше было неинтересно. То, что он наговорил, значит, это пусть разбираются европейцы, и пусть они с ним, скажем, имеют отношение с Зеленским. Оно важно для людей на Украине, оно важно даже для государства Украины. Ну, давайте, пока мы эту тему не будем трогать, чуть-чуть позже к ней вернемся. Так вот, Зеленский актерышка. Он играет свою игру и играет так, как может. Был ли у него второй сценарий? Вполне вероятно. Это витрин, опять-таки, пресс-служба, снова-таки, знаете, про пиар, про все эти вещи. В сущности, ответила Зеленскому Урсула фон дер Лайен. Она сказала, послушайте, мы вам дали почти 200 миллиардов евро, без малого, помощи. Да? Мы же вам дали эти. Мало того, мы в этом году планируем 90. Да? Теперь сюда, если вписать еще это вот, значит, информацию от Трампа, там 1,5 триллиона вступления в ЕС на птичьих правах, правда, да? То есть Европа, ну, по крайней мере, по деньгам, она дает деньги, она поддерживает Украину, она собирается поддерживать дальше. То есть у нее есть, по крайней мере, такие планы. Как я к этому отношусь, плохо или хорошо, это дело второе. Главное, что вот Зеленский наехал на Европу, скажем, организацию, которая финансирует его режим. И, естественно, подыграл Трампу. То есть он перевернулся в полете, переобулся дважды. Да? Вот он теперь, значит, но в этой речи он наехал и на Трампа. Правда так легко, ну как легко, тоже наехал. То есть Зеленский недоволен. У меня такое впечатление, что с того момента теперь Зеленским недовольны и в Соединенных Штатах Америки, и в Европейском Союзе. И Виктор Орбан, теперь конкретно по этим заявлениям. Ну, у Орбана с точки зрения политтехнологий у него выборы. Вот апрель месяц. И ситуация в Венгрии не очень однозначная. Он может выиграть, может проиграть. Он, конечно же, безусловно, слушайте, он больше 10 лет в политике, он хочет выиграть. Есть, значит, часть граждан Украины, которые выехали, сбежали от войны, находятся на территории Венгрии. Их там около 180 тысяч. Ну, как бы ни было, это все равно электорат. У них у кого-то 2 паспорта, у кого-то нет паспортов. Он играет на свою публику. Ну, слушайте, Орбан играет на свою публику. И когда Зеленский лично оскорбляет его, то есть он хочет утопить Орбана. Зеленский играет не за США, не за Европейский Союз, конечно, не за людей Украины. Он играет за ту глобальную или глобалистскую организацию, которая хочет продолжения войны на Украине. Такие партии есть, такие люди есть. И вот он исполняет эту роль против Орбана. Конечно же, Виктор Орбан заявил, что в ближайшие 100 лет, значит, Украина не будет в Европейском Союзе. Это заявление эмоциональное, не эмоциональное, но смотрите, вот что не эмоциональное. Европейский Союз ратифицировал соглашение вот этого со странами Латинской Америки. И уже в Польше, в Венгрии, то есть в странах, где есть фермеры, они не хотят пускать Украину не как страну, а как конкурента. Они говорят, что мы против этого. И вот ситуация в Европейском Союзе внутри, она неоднозначна. Там есть кризис. И в это же время, значит, Зеленский бьет больно. Ему как бы, с одной стороны, знаете, вот, ну, кто-то подсказал, дал сценарий написать, он это сказал. А дальше хоть вот трава не гори за мной. Это страшно. Страшно вот в чем, что, в 90-х, когда я жил в Киеве, был такой сленг. Он попутал берега. Я до конца не понимаю, что это такое, но по сути
по сути, в сущности, мы понимаем, что он вышел просто-напросто за пределы, за берега. То есть человек несет, он кидается, он провоцирует. Что после этого будет с Украиной? Самое главное, Саша, что будет с украинским народом, мне кажется, Зеленского вообще не интересует. То есть ведь именно об Украине, о проблемах Украины в Давосе вчера прозвучала тема, по-моему, от представителя ДТЭКа, да, по-моему, или кого-то из украинских чиновников, который сказал, что, послушайте, на Украине энергетический кризис, на Украине мы просто заваливаемся в яму, а в Киев близок к гуманитарной катастрофе. То есть вот если бы Зеленский говорил так, я бы понимал, что он представитель людей, народа Украины. Он бы говорил, что посмотрите, значит, Киев уже, тогда 2 раза, сейчас уже 3 раза бьют по тем же самым домам, по тем же самым объектам. Киев не воспроизводит генерацию. В Киеве, в городе Киеве нету производства электроэнергии и тепла. Все, что сейчас потребляют киевляне, это привозное. Я имею в виду за счет других регионов. Такого не было никогда. Зеленский об этом не говорит. Мало того, Саша, я вам скажу, здесь немножко отступление сделаю небольшое. В 90-х годах я работал в компании, мы реконструировали жилой дом. В одном из центральных районов Киева, многоэтажный жилой дом. Я занимался этим, и я тогда понимал, что в начале 2000-х, в начале нулевых, в Киеве был строительный бум. Строилось все, просто все взлетело. Строили. А генерацию, никто не думал о генерации. Генерацию мы получили из Советского Союза, строили, делали. Мало того, в основном бизнесмены платили взятки за то, чтобы уходить от норм СНИПа, в общем, был такой, скажем, организованный бардак. Но построили, все деньги заработали. Что произошло сейчас? Киев и Украину спасает одно. Цинично, я скажу, но это правда. То, что убита промышленность за эти годы, промышленность украинская, промышленность, которая была в Киеве, потребление электроэнергии стало меньше. Потому что если бы была та же промышленность, это бы уже все легло. По крайней мере, сейчас промышленность не потребляет, поэтому электроэнергия еще есть. Но стены домов и вообще потребление домов электроэнергии стало гораздо больше, и особенно тепла. Когда российская армия выносит теплоэнергоцентрали, выносит генерацию в Киеве, и причем бьют по одним и тем же целям, мэр города Киева Кличко уже дважды сказал: киевляне, покиньте город, пожалуйста, уезжайте. Я не смогу, мы не можем восстанавливать все, потому что это реальность. Я могу еще глубже говорить. А куда ехать? Подождите. Это, конечно, хорошее предложение, замечательно. Ну а куда ехать людям? Куда? Блокпосты вокруг. Опять-таки, все такие говорят, уезжайте, как будто это, знаете, взял, сорвался и поехал. И для каждого там в регионах есть по хате. Куда ехать? Кто даст тебе эту хатынку, кто тебя куда пустит, если у тебя там нет, условно, там, родственников и всего остального. Это даже родственники. Это совет какой-то такой, знаете, безысходности, да. Отчаяния вперемешку с глупостью. В смысле уезжайте? Наоборот, все в Киев ехали, чтобы спастись, плюс-минус, из разных районов. Саша, я всю свою сознательную жизнь прожил в Киеве. Я считаю Киев своим родным городом, более 40 лет я там жил. Друзья, вся жизнь у меня там прошла. Она, семья, друзья, все. И может быть, некоторые люди не знают, но Киев разделен Днепром на 2 части. Левый берег и правый. Административно в Киеве 10 районов. На левом берегу находится 3 района, относительно новые, да? Днепромский, Дарницкий и Деснянский. Там проживало от миллиона до 1 300 000 людей. Просто в этих 3 районах. Со времен, когда началась война, часть киевлян уехала, но очень многие, вы правильно сказали, с Запорожья, с Донбасса, с Харькова, приехало людей в Киев. И в Киеве на момент, скажем, начала прошлого года я готовил материал,
готовил статью и выяснял с разных источников, сколько людей живет в Киеве. Так вот, в Киеве на начало прошлого года, 25-го, жило около 4 миллионов людей. Из них вот это 1 200 000 или там 1 100 000 в этих 3 районах на левом берегу. Левый берег вынесли трижды, да, вот 9 января, 20 января и сегодня. Там нету электроэнергии, тепла, понятное дело, света и канализации, вообще воды вообще просто более 1 миллиона людей живут в таких условиях. Центр Киева и вот то, что на правом берегу, более-менее сносно, но и то уже не сносно. Это объективная картина, да, это действительно вот гуманитарная катастрофа. Я вам сегодня скажу, что вот я смотрел сегодняшние материалы с утра, готовился к передаче, видел не просто новости, я отслеживал информацию официальных органов. В Киеве началась гуманитарная катастрофа. Мэр Киева в это время, конечно же, он сукин сын, по-простому скажу, конкретно, да, вор, который грабил Киев все эти 11 лет. Почему грабил? Потому что в Киеве не построена ни одна станция метро, новая. Ну, много чего я могу говорить, да. Во времена войны он же пиарится, он ездит в Германию, он ездит на саммиты, он фотографируется с людьми, с электриками. То есть я вижу его пиарную составляющую, ну, она чуть ниже, чем Зеленского, но он тоже занимается пиаром. На уровне пиаров, значит, Зеленский с Кличко ругаются, ссорятся. Зеленский в Киеве действует военно-гражданская администрация специальная, которая против Кличко. Там коррупция недавно НАБУ работает. То есть все смешалось, кроме одного. В Киеве нету жизни. Киев не приспособился к той жизни, которая есть в объективной ситуации. И поэтому эта мразь, Кличко говорит, уезжайте из Киева. Вы задаете правильный вопрос. Куда выезжать? Ну, куда выезжать? Если люди, которые могли уехать, они уехали. Или могут уехать, даже приехать. А простые люди, что они сели в машины, да, выехали, а там ТЦК. Стоп, давайте вас на фронт. Поэтому люди прячутся. Киевляне не хотят никуда уезжать. Второе. Есть информация, что за 2 недели вот января из Киева выехало 600 000 людей. Я видел в нескольких СМИ 600 000. Ну, это большое количество. 4 миллиона есть, 600 000 уехало. То есть они как-то уехали из этого Киева, да, и будут уезжать. Но есть категория людей. Простые, старики, немощные, у которых нет денег. Вот я не видел никакой программы, да, от Кличка. Собираемся на автобусной стоянке. Организованные автобусы вывозят людей. Куда вывозят? На какой период вывозят? Этого нету. Или материальной помощи тем людям, которые бы уехали. Это тоже нету. Просто человек берет и говорит, плохая ситуация, уезжайте. Зачем он это делает? Чтобы снять с себя ответственность. Я вас предупредил. Но вот эта вот действительность, если мы говорили о пиаре, а мы говорили о заявлениях, вот реальность и действительность, она совершенно не такая, как Зеленский себе представляет. Она совершенно не такая, как Кличко себе представляет. Потому что ни Зеленский, ни Кличко, я уже не говорю о других людях, которые сейчас олицетворяют украинскую власть, ни у кого нету реальной программы, реальной. Ну почему? Ну смотрите, вот вы так, Зеленский, Кличко, ни у кого нет. Выходит же Зеленский, говорит, всех энергетиков под бронь. Выходит, говорит, за февраль, март, апрель или нет, январь, февраль, март по 20 000 плюс будем доплачивать. Мол, давайте. А ты смотришь и понимаешь, ну, опять-таки, по репортажам того же Кличко, или, например, там вот этот был динамовец Михайличенко, тренер, футболист, который там побил этого монтера, да. Сантехника, да, или монтера, да. Понимаете, мы же видим, что там за люди. Ну, старики. Нет. Когда Кучеренко выходит и говорит, 2 человека, коммунальщика, которые там справлялись с последствиями, умерли, ну, потому что зашились.
А ты Да, понимаешь, физически. и все же так понимают, как это, представляете, это какая тяжелая работа. Нет, работа тяжелая, никто не говорит, что там кому-то легко. Но это уже старики, это уже, ну, потому что всех плюс-минус адекватно по возрасту, да, всех потянули в армию. Это в том числе и последствия вот этой мобилизации дурной, Конечно. того, что сейчас происходит Конечно, на Саша. улицах. Нет людей. Какие-то пенсионеры еще, которые плюс-минус соображают, как брать гаечный ключ в руки. Вот они там сейчас пытаются что-то в коммунальных А нету справиться. людей, вы правильно сказали, здесь я с вами абсолютно солидарен. Главная причина одна, она же главная, это мобилизация. По-простому война. Ведь в 22 году люди уехали из Украины кто куда смог. Да? Некоторые говорят, что там около 7 миллионов украинцев находятся в странах Европейского Союза. Кстати, туда как раз таки уехали люди среднего поколения, которые могли что-то чинить, у которых есть мозги, которые строят, которые умеют ремонтировать. Они выехали массово. Кто в Германию 1 200 000, кто в Польшу 900 с чем-то тысяч, кто в Чехию 500 с чем-то тысяч, да, или там по европейских странах, в Италии, в Испании по 300 000, в Британии там 280 000, в Бельгии, в Норвегии, везде, по всем странам ЕС разъехались люди. Это же не просто, значит, люди смогли выехать, люди, много из них смогли адаптироваться, они работают, они получают средства. А вот вы правы, а в Киеве остались вот старики, которых еще избивают. Нету никакой программы для этих стариков, нету никакой программы для сантехников, слесарей, монтажников, тех, которые могут чинить. Нету этой программы. То, что вы сказали, 20 000, смотрите, какая программа есть. Конечно, программа есть на Украине. Вот есть такой Петров, да, политтехнолог кровавый, который получил бронь и получил... Это не только Петров, это многие такие. Петровых много на Украине, но это наиболее яркая фигура, да. Я с ним лично знаком. Я был пару раз в его программе, Исландия называлась как-то, да, ну, по крайней мере, тогда он не так себя вел, но тем не менее. Слушайте, этот человек получил бронь. Где он работал? Он работал на кладбище. Чем он занимался на кладбище? Информационно, скажем так, ну, скажем, связи с общественностью, если Так по-простому. вы понимаете, что Вот, кладбище вот стало... на этих людей есть программа. Для Кладбище этих людей есть стало программа. символом Украины, понимаете? Я вот Да, до сих пор это смотришь, а помните же интервью Кулебы, не тот, который там со своей подругой предлагают по ресторанам кушать и там обкладываться да, мужчинозаменителями резиновыми, да, чтобы согреться. А другой Кулеба, тот, который сейчас Министерство развития территории, в офисе президента да, он работал, в да. Киеве, там в Киевской области тоже В он Киевской области ну, работает, то есть вот конечно. этот Кулеба, он же когда-то Да, сказал феноменальное откровение. Кладбище – это единственное, что сейчас объединяет украинцев. Так что так он сказал. бронь Петрова это вполне И вот, себе патриотичненько да, вот выглядит. чиновник, который заявил, что кладбище единственное, что нас объединяет, Петровы, которые получили бронь от войны, которые занимаются пропагандой, жесткой черной пропагандой, валяют все. Ну, я просто подписан на его этот телеграм-канал, ну, слушайте, ну, это там чернота. И вот они, да, для них есть программа. Есть программа для кладбищ и для тех людей. Но это про смерть. Это не про жизнь. А вот программа для людей, которые обеспечивают, которые прожили свою жизнь, которые специалисты, для них программы нету. И когда Михайличенко, да, он был классным, я помню, он был классным футболистом, но классный футболист – это не профессия. Это не, знаете, ты отыграл свое, да, а дальше какой ты человек. Если этот человек идет и морду бьет монтажнику, да, ну так это куда? Это у тебя гуманитарная катастрофа, но жена, значит, пожаловала, что с ней неправильно поговорил монтажер, значит, тот пришел и делает разборки за грудки, там драка, потом... Ну вот это, понимаете, и на этом фоне, смотрите, вот вы, конечно, зацепили еще тему вот этого вот шоу, которое, да, прошло по Украине. Этот самый Кулеба, это самая его подруга, которая с фалоимитаторами говорит, себя окружите. Это, конечно, тяжело. Это самая Тина Кароль, которая поет песни, что вот сердца согрейте. Меня убила Мостовая, которая говорит о том, что
может быть, я фамилию перепутал, уточню, но она говорит вот о чем. Она призывает украинцев, значит, растапливать печи свои, да, книгами, российскими книгами. Потому что, говорит, российские книги очень хорошо горят, особенно хорошо горит Достоевский. То есть, понимаете, Саша, есть пиар, мы его обсудили, но пиар, на черный пиар во время, когда гуманитарная катастрофа, это уже не начало руин, это уже мы живем в руинах. Украина уже живет в руине, в состоянии руины. Просто еще мало кто дает такие категорические оценки. А некому давать категорические оценки. Я смотрю украинские СМИ, даже YouTube-каналы, где люди говорят, могут говорить так, как мы с вами, более-менее, но все равно там нету таких оценок. Все равно все побаиваются сказать, что в Киеве гуманитарная катастрофа, что Украина вся превратилась в руину, и мы уже живем в руине. И на этом фоне, значит, когда Зеленский через губу говорит с Европейским Союзом, когда он ставит всех в стойло, люди меня спрашивают, а почему люди не протестуют? Часто меня спрашивают, что случилось с киевлянами, с украинцами, православными. Почему, видите, протестуют. Я говорю, смотрите, выходят на улицы. Каменец-Подольский выходят, Минском выходят, выходят группами, перекрывают дороги. Это мы с вами знаем, потому что это часть протестов. Когда люди ходят по пешеходному переходу туда-сюда, они делают то, что они могут. Возможно, это еще не такой организованный протест, но смотрите, те люди, которые живут в Киеве, и им говорят, уезжайте. Акцент. Куда уехать? Уехать во Львов? Так там цены поднялись, я не знаю, до каких высот. Или уехать там в Ужгород, там тоже ты не купишь квартиру, потому что, всех задирают цены. Даже таксисты в Киеве, как только бьют, тут же поднимают цены на транспорт. Это проблема общества, украинского общества, которое разрознено, раздроблено, которые делят, мало того, продолжают делить. Ведь это история с украинскими исполнителями балета, семейной пары, семейной пары, народные артисты Украины и заслуженные артисты Украины, которые хорошо, красиво танцуют. Вот они уехали во время своего отпуска, гастролировали по странам Европы, и на них настучали, что вот они плохие. Они плохие не как танцоры, не как исполнители. Просто у них в репертуаре есть произведение Чайковского. И если они танцуют по произведению Чайковского, значит, они продвигают нарративы Путина в европейских странах. Их надо выгнать. И, скорее всего, их уволят. Стукачество. Понимаете, Саша, вышло наружу, руины. Выходят во времена руины выходят наружу у людей то, что есть не Божье, не человеческое, а то, что есть от твари. Выходит самое плохое, самое жесточное, избиение монтажника, стукачество, предложение там обогреваться какими-то штуками. Это же, и это всегда было в украинском обществе, я его неплохо знаю, но оно было на уровне, знаете, так ниже плинтуса. Там червячество, стукачество, зависть, оно было. Ненависть ко всем, и к полякам, и к венграм, и к евреям, и к русским, ко всем. Рано или поздно сначала не говорят, то есть это было всегда. Но оно было, я еще раз говорю, ниже плинтуса. Сейчас это все вышло на поверхность. И Петров, работающий на кладбище, и Кулеба, который говорит, что Украина объединяет кладбище, это реальная оценка тому, что сейчас происходит на Украине. Смотрите, тут мы попадаем вообще в очень интересное время. Буквально несколько таких эпизодов, мы видим, что сейчас продуцирует мир, производит Америка. Да? Республиканцы кушают торт, Гренландия, Анна Паулина Луна это все публикует, что, мол, смотрите, говорят, что республиканцы Трампа не поддерживают, а поддерживают, делают торт, это все. Гренландия вообще много соли насыпала.
как бы на хвост европейцам, и сейчас это очень серьезный триггер. Если кто-то там сейчас пытается умолчать, сказать, там, поехали вот эти там пингвинов публикуют, Пентагон, там вот это вот, да, обними пингвина. Хотя какие пингвины? Пингвины же они не там, там белые медведи, а пингвины на Южном полюсе. Ну, какая разница? То есть в формате постмодерна это все сойдет. Но тут возникает очень интересный момент. Я его сейчас, мы об Украине, это прям очень важно. Значит, выходит Бессент, ну, он специфический тоже там комментатор, это не говорит, что там это позиция или так далее, но он поднимает очень интересную тему. Значит, есть, ну, такой, скажем так, такая провинция Альберта в Канаде, и он говорит, ходят такие слухи, что, в принципе, вот эти альбертцы, это провинция Канады, да, вот территория, они как бы не против провести референдум о независимости, говорит чиновник, действующий из администрации Министр Трампа. финансов, на секунду. Министр финансов. Министр финансов, да. Значит, они могут провести референдум, хотят ли они оставаться в Канаде или нет. Похоже, вы там наверху что-то знаете, люди говорят, люди обсуждают, люди хотят суверенитета, они хотят того, что есть у США. Это он так беседует с журналистом, да, и вот это вот, ну, комментирует. Мы понимаем, вот сейчас на фоне вот этого противостояния, там по Канаде, по Гренландии, там по... Сейчас кубинская тоже история. Вот мы видим, что мнение людей и вообще сам факт референдума какого-нибудь, ну, это тоже какой-то инструмент. Да? Какие-то альбертцы, ну, вот так в масштабах мира, да, хотят присоединиться в США. Ну, такой, знаете, такой какой-то такой... история разыгрывается какого-то такого Донбасса, ну, для России, да. Конечно. Ну, то есть Конечно. мы видим, что это вот такая вот... Ну, лекала одни и те же. Просто там соус немножко разный, да. Если в России любят там русскую горчицу, например, да, а там другие, там клюквенный какой-нибудь соус любят в Америке. Но принцип один и тот же. Меня интересует, вот мы о людях не просто так говорили. Так и где тема референдума, Василий Дмитриевич? Где, куда она ушла? Вы заметили, как она просто канула, Конечно. растворилась? Да. Выборы, Конечно, заметил. выборы, понеслась, короче, душа в рай, ноги в милицию, выходят вот эти все деятели, значит, и говорят, да нет, мы не можем провести выборы, там денег нет, 10 миллиардов гривен дайте, да и вообще возможности нет. Короче, сейчас одни проблемы с этими выборами. Законодательство посмотрим, будет, не будет. Но политический процесс идет. Стерненко у Федорова, Кубракова вернули в пул власти, он сейчас советник, Притуле дали денег, ну, с кем не встречался, да, вот только Кулеба без должности пока, тот, который... Да, министр иностранных дел бывший. Значит, Юля, да, взяли за жабры, но вот как бы она как бы вывернулась, залог внесли 33 миллиона, с лишним, за другие 33 миллиона никто не вносил. Ни за Дубинского, ни за Шуфрича. Это новая мода у судей. Вот такой большой как бы залог. То есть мы понимаем, Юля говорит, это все к выборам. То есть всех нагнут и будут выборы. Да. Смотрите, но это ведь очень важный момент. Референдум умер, тема референдума. Никто ничего не предлагает обсуждать. Где этот референдум по 20 пунктам? Выборы мы видим только в дрязгах политических, потому что о них заявляют те или иные политики на фоне каких-то там отношений с правоохранительными органами. Получается, что если хоть раньше хоть как-то можно было кивать в сторону народа, типа народ поддерживает, народ не поддерживает, то сейчас мы начали с Абу-Даби, да, сегодняшний второй день. Да плевать! Как в Абу-Даби решат, так и будет. А вот эти люди, ну, уже никто не вспомнит, что референдум предлагался. Почему так? Ну, давайте о людях и о референдуме. Когда мы говорим с вами, Саша, буквально тезис по поводу Штатов и всех их заявлений. Смотрите, Соединенные Штаты Америки, если говорить прагматично, у них есть стратегия развития. Они ее опубликовали. Они ее придерживаются. Это документ, это константа. Мы будем делать так.
Вчера, ну, сегодня ночью появилась стратегия Пентагона. Четко. Я ее изучаю, не буду, говорить, потому что там очень много деталей. Но она появилась. Стратегия есть. Есть документ, который читал, смотрит. Есть такая, поскольку Штаты все равно демократия, поскольку они построены на на этих принципах троевластия, баланса властей, у них есть инструмент. Единственный инструмент, который есть легальный в Соединенных Штатах Америки, это выборы. Вот они, неважно, где они наводят порядки, где они там революции, где они убивают, убивают лидеров, воруют лидеров, делают атаки, из самолетов, засыпают все бомбами. Неважно, каким способом Америка устанавливает свою власть на чужих территориях. Следующий пункт – это выборы. Поэтому выборы на Украине – это задача, это инструмент, который Украина должна пройти. Какие выборы, как выборы, интересует, но это уже вторично. А референдум это же задумка не просто Скотта Бессента, да, который говорит, что вот референдум. Это была вещь, которая родилась на Украине, в Киеве, в голове у Зеленского. Он попытался шутить, он попытался играть. Он говорит, вы хотите выборы? Да, но давайте, это же я не могу провести. У нас есть Конституция, давайте проведем референдум. Референдум в голове у Зеленского было запутать всю схему и не проводить выборов. Почему? Референдум, многие специалисты, я тоже изучал конституционное право, работал. На референдум выносится один вопрос. Нельзя выносить на референдуме несколько вопросов. Во-вторых, даже когда на Украине были референдумы, если там опыт небольшой, областные, там разные, в нулевых годах был референдум, да, Украина голосовала, и этот референдум куда? Его результаты выбросили, да, потому что это там при Кучме делалось, это все было под заказ Кучмы, исполнял Медведчук якобы, да, и хотели продлить третий срок Кучмы. Это, референдум выкинули. Поэтому референдум, Саша, это искусственно придуманная тема Зеленским и его окружением для того, чтобы Зеленский оставался дальше при власти. Что касается, хотя это инструмент очень классный, на самом деле мне как человеку подходит, что если у меня спрашивают, у меня, как у гражданина Украины, у вас, у многих других, вот вы, люди, скажите, вы за или против? Манипуляции, безусловно, мы понимаем, как уже люди взрослые, что это можно манипулировать этим. Но даже факт, что у нас спросили, он радует нас как граждан. Но референдума не будет. Референдум – это я уже дал оценку. Теперь по поводу выборов. Это более серьезная тема. Почему? Потому что она реальная. Она реальная. Выборы на Украине, конечно же, будут. Не в феврале, так, в осенью этого года. Кстати, должен отметить, что Буданов, еще когда он не был главой офиса, брали у него интервью, он сказал, что к концу февраля месяца может сложиться такая ситуация, когда, скажем, что-то, мирные переговоры, мир, условно говоря, это ближе к теме, которую мы сейчас с вами обсуждаем, к возможным выборам. Не знаю, в конце февраля. Кириенко, руководитель, он кто там, руководитель фракции или партии сейчас, там у них произошли, какие-то съезд был в «Слуге народа», он говорит, Кириенко говорит, представитель партии «Слуги народа», только что... не Кириенко, а Корниенко. Корниенко. Кириенко спасибо. Немножко другой руководитель. Да, извините, да, оговорился. Корниенко, конечно же. Корниенко, он сказал, что нужны деньги, и в начале февраля у нас будет некая информация, мы готовим предложение, да, то есть, итак, избирательная кампания еще не стартовала, но подготовка к выборам на Украине идет. Она идет полным ходом, и она идет на уровне, вот вы сказали, Юлия Тимошенко, а есть еще Кирилл Тимошенко. Вот Тимошенко хотели посадить, а Кирилла Тимошенко вернул Зеленский к себе в советники, в советника офиса президента. Да? То есть зачем он возвращает этих старых игроков, с которыми он раньше проводил выборы, готовился к выборам. Мало того, Зеленский сказал, что
Буданов не будет заниматься информационной политикой. Это значит, иди занимайся международной политикой, готовься к этому. Значит, ты не пиарщик. Вот. Все это инструментарии. Можно еще назвать, например, фамилию Порошенко, да, который, да, мы знаем, что он в уголовных делах, там, на крюках, но он же, если посмотреть вот эту вещь, я бы так разделил, говорят о командах, да, мы видим, что Арахамия, Буданов, Федоров – это те люди, которые, значит, объединились и свергнули Ермака. С одной стороны, они у власти, да, то есть Буданов на переговорах, Арахамия на переговорах. Арахамия на переговорах, мне кажется, в первую очередь для того, чтобы понять, Верховная Рада за что должна голосовать. То есть Арахамия, как человек, он будет исполнять волю, принятую в Эмиратах, для того, чтобы он будет исполнять ее в парламенте. Я не знаю, будет Арахамия главой Верховной Рады, неважно должность. Арахамия ответственный перед Соединенными Штатами Америки за то, чтобы протянуть любое решение на уровне Верховной Рады. Это, на мой взгляд. Буданов, он обеспечивает совершенно другую роль. Он обеспечивает транзит власти, которая будет проходить сейчас, во время выборов и после выборов. Остальные игроки окружают себя Зеленским, технологом. Юлия Тимошенко делает вот эти движения, заявления, в конце концов за нее вносят значит, деньги, залог, она выходит на свободу, это чистой воды пиар. Я прекрасно знаю, как работает Тимошенко, как работает ее команда. То есть они начали говорить. Петр Порошенко – это другая команда, это команда значит, посла Украины в Британии, Залужного, да, его периодически то он приезжает в Киев, он же тоже встретился, кстати, с Зеленским, я имею в виду Залужный, да, о чем они говорили, зачем он вообще нужен, скорее всего для того, чтобы перетянуть его на свою сторону. И, наконец, вы упомянули слово Стерненко. Это же не просто Стерненко. Мы с вами понимаем, что есть люди, которые крайне националисты или неонацисты. И вот Стерненко яркая фигура вот с той партии. Стерненко – это Белецкий, это вот эти все вот люди, которые, у них есть поддержка в армии, у них есть поддержка в украинском обществе. Это те люди, которые должны перетащить на себя то, что называется Порошенко-Залужный. Фигуры вырисовываются, блоки вырисовываются. Я говорю о политиках Украины, внутри украинцев, да, которые будут участвовать, скорее всего, в выборах. Значит, недавно появилась информация о том, что бывшая супруга Левочкина подала на него в суд. И, мол, давайте его там судить, потому что он плохо себя ведет. Значит, в общем, это черный пиар против бывшего главы офиса. Это уже другой уровень. Это не просто уровень украинских политиков, которые внутри украинской политики. Это люди, которые всегда занимались политикой, всегда влияли на политиков. Это так называемое, давайте, ну скажем, не совсем, но слово, оно избитое, но это олигархи, это олигархический класс, который всегда принимал участие в выборах на Украине и влиял на эти выборы. Это другой уровень. Это уровень Коломойского, это уровень Пинчука, это уровень, вот, ну, скажем, этих людей. Они, кстати, никуда не делись. Господин Фирташ недавно получил вольную от австрийского суда, значит, его не выдают в Соединенные Штаты Америки. Я не слышал его, но, знаете, это уже такие действия, полудействия. Коломойский, которого мы уже вспомнили, он же постоянно говорит, его вывозят на суд не для того, чтобы его судить, такое у меня впечатление, а для того, чтобы дать ему возможность. То есть он говорит, да. И теперь вы еще вспомнили, ну, скажем, мы говорим о политиках Украины или игроках. Вы вспомнили Шуфрича и Дубинского. Да, действительно, и не дают права внести залог. А Юлии Владимировне дали право. Почему не дают права? Стоп. Ой. Да, это очень важная формулировка. Дубинский выходит на суде и рассказывает, точно. Значит, пошли вы все, вы меня незаконно судите, никакого вам залога, вы меня еще так отпустите. Да, напротив, все правильно.
А за Спасибо, что Шуфрича, поправили. о Шуфриче там другая история, там вроде как только новость появилась, сын говорит, что однопартийцы вроде как помогут. Никто не помог. Никто не Потому что... помог. Потому Понимаете? что... А Юрий Бойко, как бы глава вот этой группы, Да, бывшей ОПЗЖ, сейчас по-другому они там ОПЗЖ. называются, он радостный, ныряет в прорубь, 3 раза окунается, в ТикТоке у себя как бы постит о том, что православное, вот вам с крещением всех, понимаете? То есть, а Шуфрич в камере, хотя уже мог быть Давно на свободе. давно на свободе. Согласен с За поправкой. Юлю, смотрите, как быстро. Раз и все, и вот тебе нашлись деньги, нашлись, все Потому что, нашлось. потому что Тимошенко, она своя в доску, она в команде Зеленского, она просто вышла за берега немного, скажем, там, попыталась сыграть свою игру, и ее поставили в стойло. Согласен. Итак, мы можем назвать еще игроков Дмитрия Разумкова, более мелких, ну, понятное дело. Даже вот недавно появилась публикация, что, когда я говорил о Порошенко, что у Порошенко самый негативный рейтинг. Он настолько пророссийский, как пророссийский и Арестович. У Арестовича тоже самый негативный рейтинг. Понимаете? То есть уже делят по всяким нишам, по всем. То есть война, это называется так, Саш, война всех против всех. Но в этой войне, в этом противостоянии люди делятся на две категории. У тех, у кого есть ресурсы, у которых есть возможность, да, повлиять, профинансировать, и у которых нету, но они очень сильно хотят вот, как это, привет, привет, я вот здесь, вложите деньги в меня, я вот тоже готова и так дальше. Я скажу в этой связи, например, о двух таких людях, которых я смотрю за их высказываниями. Они высказываются по-разному, но тоже очень сильно говорят о политике. Они не говорят, но они хотят влиять на политическое содержание того, что называется выборы или возможные выборы на Украине. Это господин Новинский, который вот православный, он реально православный, он высказывается, он говорит, он посылает сигналы, и Медведчук. Они находятся в разных странах, они находятся, скажем, в разных полюсах политических. Виктор Медведчук говорит о том, что государства Украины нету, и выборы на Украине нельзя проводить, потому что это будут нечестные выборы, это выборы нужно, значит, чтобы были оппозиционные политики, чтобы была свобода слова, чтобы было информационно. В принципе, об этом же говорит и Новинский, но, скажем, они на разных полюсах. Почему я сравниваю этих людей? Потому что для меня, на мой субъективный взгляд, эти люди представляют часть украинцев, которые, один представляет, которые живут в Европе, другой, которые проживают в России. Я не знаю, значит, смогут ли они договориться или смогут ли силы, которые влияют на них, но тут главный вот вопрос в чем. А кого допустят? Потому что мы обсудили с вами внутренних политиков, которые внешне, на внешнем конкурсе, а теперь суть, которую вы задали, Саш. А кого допустят к выборам и насколько люди, которые владеют украинскими паспортами, действительно будут иметь право голоса. То есть люди, кого допустят, и будут ли иметь они право голоса. Здесь ведь, я смотрю людей, которые на Украине проживают, они говорят, категорически нельзя допускать никого. Категорически. Только вот граждане Украины, которые проживают на Украине, они имеют право на выбор. Все. Все остальные уехавшие, неважно, куда уехали, хоть в Молдову уехали, неважно, они не имеют права голосовать. Только вот мы. Такая позиция. Есть такой мировой опыт? Есть. Я не знаю, будет ли только эта часть голосовать. Есть Владимир Путин, который говорит, если будут на Украине выборы, а я игрок, я хочу, чтобы люди, которые проживают, украинцы, или люди, которые имеют украинские паспорта, проживают на территории Российской Федерации, это в том числе в Луганске, Донецке, неважно Не, где. подождите, важно где. Они там не живут по украинским паспортам. Саша, Нет, вы хотите... постойте, это Если очень вы важный, хотите об этом, давайте. это очень важный момент. Поймите, пожалуйста. Если бы они жили по украинским паспортам в России, да, это была одна история. А так это другая история.
Смотрите, Сгулькин нос людей, которые там живут по украинскому паспорту. не согласен с вами. Вот, давайте поспорим И здесь. оформили там виды на жительство. Ну, буквально там. Смотрите, давайте с вами поспорим. Смотрите, в чем спор, если вы хотите. Есть такая категория пенсионеры. Мне доподлинно известно, что пенсионеры, люди, граждане Украины, которые живут с украинскими паспортами в Луганской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, в других областях, они сейчас по-другому называются, там ЛНР, ДНР, ну, часть областей, они все получают украинскую пенсию. Они все пенсионеры по законодательству Украины. Они все получают пенсию из украинского бюджета. Все. И они же, получившие паспорта Российской Федерации, став гражданами Российской Федерации, не просто ФНЖ, у них есть, они получают пенсии российского бюджета. Таких людей очень много. Об этом знают в Российской Федерации и относятся к этой позиции лояльно, потому что, ну, все-таки это люди, которые пострадали. То есть знают, но не запрещают. На Украине тоже знают, но тоже не запрещают. Вот такая дивная ситуация, но она есть. Вот эти люди. Подождите, пенсия, давайте так. Вот, нет, пенсия, я сначала сказал вам конкретно, а теперь так эти люди имеют право голосовать. Подождите, эти люди имеют право голосовать на выборах на Украине или нет? Но они живут по украинскому законодательству? Нет. Живут, в части живут. Они являются гражданами Украины. Они получают пенсию. Я же сказал вам, что сейчас мы зайдем в спор. Можно и другие группы говорить о том, что как это да, будет, в Европе, например, понимаете? Это украинцы или не вот. Украинцы? То же самое, да. Есть люди, которые живут в Польше, неважно, там, в Германии. Вот у них есть паспорт. Ну, давайте возьмем Европу в целом. У них есть паспорт украинца и вид на жительство, там, карта побутовая, по-разному они называются, тех стран. Они работают там. Они получают зарплату, они получают социальные льготы, и они получают то, что они могут получить от украинского государства. У них есть украинский паспорт и, как вы говорите, вид на жительство или что-то. Эти люди имеют право голосовать на украинских выборах? Я считаю, имеют. Потому что они граждане Украины. Они уехали не по своей воле. Они уехали, потому что у них, не проведя референдума, никто не спрашивал, их забрали на войну, а их территории, их земли отдали под войну. Ну, а сейчас еще вообще говорят, из Киева уезжайте. Да, а теперь смотрите, теперь третья категория. Вот, мы с вами так, можем спорить, но вопрос вот в чем, потому что и у меня болит, и у вас. Уезжайте из Киева. Есть так называемая группа временно перемещенных лиц. Так их называют на Украине, да? Слушайте, это миллионы людей. Это миллионы людей, которые никогда не думали выезжать, не думали переезжать. Их действиями украинских властей поставили в такое положение. И они переезжают. Некоторые спикеры на украинском телевидении говорят, ну а что они вот переезжают, значит? Они как бы не совсем украинцы. Они не совсем граждане. Потому что, ну видите, вот какие они. А на Западной Украине я слышу, у меня волосы дыбом стоят. Когда во Львові, в Тернополі говорять, а що ви сюди приїхали? Чого ви сюди приїхали? Це ж ваша війна, це ж ваш Путін вас убиває. Ідіть собі воюйте. И есть же такое. Я не хочу выносить вот это вот дерьмо в наш эфир, но есть такие люди. И они считают, что вот эти временно перемещенные миллионы граждан Украины тоже не имеют права голоса. Так кто тогда будет голосовать? Во-первых, кто определяет? Зеленский? Федоров? Слушайте, Федоров, который был руководителем, был вице-премьер-министром, министром цифровой информации. Он стал министром обороны. И что он говорит? Что говорит самый молодой 34-летний министр обороны Европы? Так его сейчас раскручивает. Михаил Федоров, самый молодой министр обороны Европы. Он что говорит? У нас есть план убивать до 50 тысяч русских. Замечательная фраза, да, в кавычках, конечно, замечательная. Вот он будет определять, понимаете, я к чему?
Мы можем еще дальше спорить с вами, разные точки зрения высказывать. Но вы сказали такую фразу, и я с ней, пожалуй, не то что соглашусь, но точно не буду спорить. Как решать в Эр-Рияде, так и будет. Да. Почему? Потому что такое у меня впечатление, что вот игроки, которые давят на Зеленского, Соединенные Штаты Америки, Россия, я не знаю позицию Китая. Мы сами даже, вот видите, мы просто пришли на внутреннюю повестку Украины. Мы не знаем, как Китай, как Индия отреагирует. Причем как на Совет мира, так и на ситуацию на Украине. Мне кажется, что, объективно говоря, у меня нету, значит, своего решения, своего видения решения, да, на эту позицию. Но, объективно говоря, сильные мира, если не установят правила, и по этим правилам, тут же важно еще что, правила выборов можно установить, но еще их нужно исполнить. Потому что можно выборы... Слушайте, мы видели с вами выборы в Молдавии, мы видели выборы в Румынии, это же наши соседи, украинцев. Мы видели, как по-разному там проводились выборы, когда человек, который практически выиграл президентские выборы в первом туре, потом его сняли просто-напросто. Мы видели выборы в Молдавии, когда внутри Молдавии голосование было одно, то есть люди, а по периметру совершенно другая позиция. Это понимаете, то есть, я не знаю, какая будет модель здесь, но мне кажется, что на Украине однозначно готовится к выборам, однозначно идет война всех против всех, блоки блокируются, и поиски инвесторов, финансистов. Мне кажется, что люди на Украине, я как-то в вашей передаче сказал, что на Красной площади есть очередь желающих поучаствовать в выборах на Украине. Но я также думаю, что многие из украинских влиятельных людей находят себе, скажем так, варианты договоренности Соединенных Штатов Америки. В том числе в той этнической группе, которая сейчас представляет США в Эр-Рияде. Круг замкнулся. Да, круг замкнулся. Василий Вакаров был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Спасибо, будьте здоровы. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.